Друзья, приветствую вас. Давайте рассмотрим, что у нас было вчера и какие события ожидают сегодня и как они повлияют на рынки. Пошел ли отскок или в ожидании нового дна мы сейчас идем? Так, друзья, ну что вчера у нас было с нефтью? Ну вчера мы наблюдали феерическое восстановление, ну или отскок по нефти, и мы увидели бренд выше $30 за баррель на вечерке уже. Ну и как следствие, нефть марки Уралс тоже выросла, и с учетом дисконта она поднялась почти до $25. То есть вот на текущий момент критическая ситуация по нефти, она в какой-то степени отсрочилась. Однако на текущий момент, по мнению аналитиков Bloomberg, нефтяной кризис он пока не прошел. И есть возможность того, что по нефти в апреле увидим заход на 10-15 долларов за баррель. Это связано с тем, что есть фундаментальная причина снижения спроса на нефть на 7-8 миллионов баррелей в сутки. При том, что мировое потребление порядка 100 миллионов баррелей. То есть это в пределах 5-10%. Такое вот снижение, оно будет негативно воздействовать на цены и вдавливать их в самый асфальт. Но даже несмотря на вчерашний отскок, все равно западные средства массовой информации заполнены сравнением текущей ситуации с Великой депрессией, как это все было, как это происходило и как вообще можно было довести ситуацию до такого краша. Я вчера вам показывал документ, который американский сенатор направил Трампу о том, чтобы ввести санкции против России и Саудовской Аравии за то, что они развязали нефтяную войну и поставили под удар американскую сланцевую промышленность. Но здесь на самом деле не все так просто, потому что для Америки тут двоякая ситуация. С одной стороны, американские потребители, они безумно рады низким ценам на нефть, потому что там нету таких драконовских налогов акцизных на нефтепродукты, и поэтому снижение цен на нефть приводит к удешевлению бензина. А поскольку вся Америка, она ездит на колесах, то, соответственно, такой ход событий приводит к тому, что падают расходы американцев. Помимо этого, вчера появилась информация о том, что йеменские повстанцы планируют наносить ракетные удары по месторождениям саудитов. Но, как известно, Йемен – это страна, которая на Аравийском полуострове находится. Вот он, Йемен, маленькую часть Аравийского полуострова занимает, рядом Саудовская Аравия. Постоянно там идут всевозможные противодействия. В Йемене тоже есть нефть, ее не так много, как в Саудовской Аравии. И, в общем-то, это территория, которая она все время подвержена большому влиянию саудитов. И здесь есть ряд нерешенных вопросов и периодически возникающие конфликты. В частности, сейчас там идет противостояние вооруженное, различные группировки, поддерживаемые с одной стороны Саудовской Аравией, с другой стороны третьими лицами. И вот эта вся ситуация, она, поскольку клубок в мире очень сильно завязан, это может быть, ну как вариант, я так думаю, что воздействие на саудитов для того, чтобы они свою отчаянную политику в части качания нефти без остановки немножко притормозили и не создавали проблем для других участников нефтяного рынка. Я думаю, что здесь все взаимосвязано. Помимо этого, свозили всех на низы по нефти, теперь можно и отскочить. Вопрос только, надолго ли. Но насчет мнения Bloomberg, что бренд на 10 долларов за баррель повезут, не знаю, может быть такое, конечно, и возможно, но здесь есть такой нюанс. Дело в том, что саудиты, они в основном нефть поставляют через нефтеналивные огромные танкеры. И уже сейчас стоимость фрахта вот этих огромных танкеров, которые нефть возят, VSLL так называемые. Так, ну это вот эти танкеры, я оговорился, VLCC, они в наибольшей степени используются для перевозки саудовской нефти. Есть еще больше танкеры, но, насколько мне известно, вот сейчас преобладают вот эти танкеры. И стоимость фрахта по перевозке саудовской нефти в Китай и другие регионы, она выросла в несколько раз. Ну и рост стоимости фрахта нефтяных танкеров, скорее всего, не даст совсем уж сильно снизить цену на нефть.
Тем более, как мы видим, сейчас текущая ситуация, то, что там по саудитам могут начать стрелять ракетами по их нефтяным месторождениям, я думаю, это окажет позитивное влияние на цены на нефть. Но 10 долларов за баррель, я думаю, это перебор. А вот 15-20, ну как вариант 18,5, если не сейчас, то через какое-то время в результате провала из-за того, что падает спрос на нефть, упал. И не факт, что он будет быстро восстанавливаться. Я думаю, как вариант 15 долларов за баррель мы еще можем увидеть в этом году. Но вот ко всем еще злоключениям и козням оказывается, что еще и 2 астероида летят на Землю. То есть здесь видите, как комплексный кризис. И пандемия, и финансовый кризис, еще и астероиды подогнали. Хедж-фонды американские сильно страдают от текущей ситуации. То есть фактически там вообще идет коллаборация полнейшая. Но, правда, те, кто смогли вовремя подсуетиться и зашортить, те, соответственно, в ажуре, те выигрыши находятся в текущей ситуации. Кроме того, обращаю внимание, что то, что мы увидели в четверг на рынках, в том числе по нефти, это вполне может быть отскок, который построен на том, что выносили, добивали оставшихся лонгистов, или же шортисты фиксировали свою прибыль. То есть те, кто шортили нефть, они маржу свою забрали и решили на этом деле позицию закрыть. Так, ну и что касается позиций по нефти на фьючерсах ММВБ, хотел обратить внимание на то, что количество шортов, соотношение шортов к длинным позициям у юридических лиц вчера снизилось. Если до этого оно было 3 и более, то вчера оно стало в районе 2. То есть это говорит о том, что юридические лица сократили короткие позиции в нефти. То есть они не верят, в меньшей степени верят в то, что в ближайшее время продолжится снижение по нефти. Вот на 19 марта было где-то 2 к 1 соотношение шортов и длинных позиций. 18 марта 3 к 1. Но в этом вопросе обычно юрлицы, они более прозорливы физиков, и они заранее в большей степени чаще ощущают, когда будет разворот, ну или какой-то временный отскок. Так, ну и вот текущая ситуация, связанная с карантином и изоляцией, она вообще мощнейшим образом ударила по авиаперевозкам, простаивают самолеты. И здесь как бы дополнительный виток к тому, что сокращается потребление нефти. Потому что авиапарк, он достаточно приличное количество керосина, который из нефти получают, потребляет. И это дополнительный негатив, который давит на нефть из-за того, что падает спрос. Ну и по поводу кризиса ликвидности, что вот этот кризис ликвидности и рост доллара, он мировой экономике может стоить в районе 12 триллионов долларов. То есть это как бы дополнительный фактор, который давит на фондовые рынки и который мешает тому, чтобы хотя бы временный какой-то отскок более длительный произошел. Ну и касательно нефти, что вот по мнению отдельных лиц, сохранение сделки ОПЕК+, то есть то, что Россия разорвала с саудитами, удержало бы цену нефти около 50 долларов за баррель. Ну, не знаю, я бы вот такие заявления не делал. Я, конечно, не такой специалист в нефти, как указанный товарищ. Но хочу заметить следующее, что цена, она, в общем-то, упала. Главная причина – это раскорреляция спроса и предложения. Что спрос меньше предложения, вот и все. А как это там было реализовано, это технический вопрос. Но было бы такое проседание растянуто во времени. Но я думаю, оно бы все равно так или иначе произошло бы. Здесь еще следующий момент, что саудиты, они вроде как обиделись и начали качать больше нефти. Но на самом деле, я думаю, здесь обида, она играет не очень большую роль. Саудиты все равно бы начали качать нефть для того, чтобы тупо отжать всех с рынка нефти и стать в большей степени, еще больше увеличить свою долю на рынке и, соответственно, вытеснить Россию и американский сланец с рынка. Так, ну и вот еще публикация о том, что Трамп может вмешаться в конфликт на нефтяном рынке для того, чтобы не загубить совсем американский сланец. Но здесь он лукавит. На самом деле большинство избирателей США, они, конечно, за то, чтобы цены на нефть были дешевые. Хотя вот окончательный коллапс сланцевой
области США может привести к эффекту домино и массе проблем в американской экономике. Вот, соответственно, Трамп это понимает и грозные заявления делает. Кроме того, та ситуация, которая развивается сейчас в Йемене, о том, что йеменцы могут начать атаковать месторождения саудовские нефти, то есть она, как вариант, может быть связана с какими-то внешними воздействиями на Йемен. Кто здесь воздействует, американцы или какие-то другие страны, нам неведомо. Но ведомо другое, что важно, чтобы рынки ходили туда-сюда, для того, чтобы крупный капитал мог на этом делать деньги. Вот хотел обратить ваше внимание по поводу тех вопросов, которые постоянно возникают. Надо ли уже покупать российские акции? Ну вот перед вчерашним отскоком многие люди спрашивали, пора ли покупать акции, закупаться и тариться. Потому что ведь, допустим, по Новатэку, по Лукойлу крупные миноритарии, они покупали пакеты акций, когда шло падение. Но смотрите, здесь ситуация следующая, с моей точки зрения. Есть компании, которые они с очень большой степенью вероятности этот кризис переживут и будут процветать. Это в частности ГМК, Норильский никель, это Сбербанк, это ВТБ, это Русгидро, это Лукойл, это, наверное, Новатэк и, возможно, Роснефть. И, конечно, если есть лишний кэш и вы готовы пойти на риск, можно и по текущим ценам или дождавшись следующего провала какой-то процент портфеля закупить и отложить там на 3, 4, 5 лет. Такой способ действия, он имеет место быть, однако надо понимать, что долгосрочный инвестор, он всегда несет очень большие риски в плане того, что компания перестанет существовать, либо совсем обвалится. Но вот эти указанные компании, я думаю, они с очень высокой степенью вероятности останутся после этого кризиса. Их котировки могут значительно вырасти. Вот. Но здесь, если такой стратегии следовать, то надо купить и забыть. Не нужно постоянно бегать и спрашивать, а пора ли продавать. Вот этот кризис, я думаю, он будет такой вот пилообразный или зигзагообразный. Я неоднократно обращал ваше внимание на этот счет. То есть будут отскоки, потом будут провалы, потом будет опять отскок, потом будет полный армагеддец, а абсолютный провал, после которого начнется рост. Сколько таких зигзагов будет, я не знаю. Ну, мне кажется, скорее всего, 2 таких зигзага будет. Я могу ошибаться. Вот. Соответственно, то, что мы сейчас, фаза, в которую вошли, это вот этот вот провал, возможно, начинается отскок, первый отскок. Но опять же, я не знаю, может быть отскок будет 1, может быть будет 2. Может быть, как вариант, уже как бы пошло восстановление рынка. Но я думаю, вероятность того, что уже окончательное восстановление рынка, она очень маленькая. Слишком много структурных проблем, которые до сих пор мировой экономике не разрешили. Итак, по моему мнению, сейчас, если какие-то действия совершать на фондовом рынке, то либо спекуляции внутри дня со стопами и тейк-профитами. Я вот вчера сбрасывал сделку по нефти, которую я провел вечером. Я не стал дожидаться, у меня были, конечно, основания полагать, что она вырастет еще больше, но поскольку такая волатильность и может обвалиться, я не стал рисковать и ждать, что она там пойдет до 29 и так далее. Сейчас мы с вами попозже эту сделку обсудим. Вот, и поэтому здесь образ действия он должен быть такой же, то есть забирать каждый день прибыль или же купить и забыть. Вот если накупать там на большие проценты пакеты акций, и тем более с плечами, их держать в ожидании того, что все, так отскок скоро пойдет. Одного раза так нарваться хватит для того, чтобы уйти в глубокий минус раз и навсегда. Поэтому либо внутридневные спекуляции, либо купил и забыл. Но купил и забыл на очень небольшую часть портфеля. Так, друзья, что касается сегодняшних событий. Ну вот по Китаю базовая кредитная ставка сохранилась. В 10 часов важная информация, это индекс цен производителей. В 13:30 нас порадует наш дорогой ЦБ решением по процентной ставке. Но с учетом такой турбулентности, по-хорошему ставку, конечно, с моей точки зрения, надо поднимать. Напомню, что недавно на моем телеграм-канале подписчики голосовали по поводу того, как они видят действия ЦБ. Обращаю внимание, что здесь очень широкий плюрализм, и это очень хорошо, много разных мнений.
Я лично считаю, что процентную ставку увеличит более чем на 1%. Большинство считает, что оставит неизменной. Ну и второе, по количеству людей увеличение не более чем на 1%. Посмотрим, как будут развиваться события. Здесь есть ряд факторов, которые друг друга взаимоисключают. Поэтому ситуация непростая. Но с учетом того, что под давлением будет находиться курс рубля, я думаю, высока вероятность действия по такому сценарию. Но это лично мое мнение. Итак, у нас то, что касается курса национальной валюты, все внимание будет приковано вот к этому времени 13:30. То есть здесь вполне может быть движение в определенном направлении на растущей нефти, может быть укрепление рубля. И по факту объявления ставки, в зависимости от того, какая ставка будет объявлена, то здесь возможны варианты. Может быть дальнейшее очень сильное укрепление рубля, а может быть, если она останется неизменной и при этом еще и нефть начнет припадать, мы увидим обратную реакцию, когда доллар и евро будут расти к рублю. Ну, здесь сложно гадать, посмотрим, как будут развиваться события. Так, но на текущий момент у нас что идет? У нас, собственно говоря, снижается индикатор золота в серебре. То есть это один из индикаторов паники. Это говорит о том, что рынки немножко выдохнули, успокоились. Дальше идет рост нефти Brent. Индекс доллара припадает. ВИКС тоже немножко припал, но пока не вернулся в диапазон там, где более или менее адекватное состояние рынка. Ну и сегодня Япония и Китай торгуются вблизи нуля. Япония в минусе небольшом по сравнению с тем, что было до этого, минус 5, минус 9%, это совсем чуть-чуть. Хорошая позитивная динамика по платине и серебру, по палладию не очень. Так, ну вот ВИКС начинает тормозиться. Вполне как бы возможно, что здесь он остановится. Вопрос только в том, он будет торговаться на таких высоких значениях в ближайшие дни или пойдет вниз. И фондовые рынки, и экономика мировая выдохнут. Ну и второй индикатор кризиса золота в серебряных унциях, он уже показал разворот. Сейчас он уже вполне как бы определенно начинает снижаться. Это говорит о том, что скорее всего сейчас достаточно высока вероятность роста серебра. Серебро на фоне кризиса ликвидности для гашения маржин-коллов очень активно распродавали, и поэтому оно так сильно упало. И сейчас, поскольку наступает передышка, есть достаточно высокая вероятность восстановления серебряных котировок. Но по китайскому индексу мы видим, что штопор он не сорвался. Вот он удержался на уровне вот этой проторговки 3600. Это достаточно хороший позитивный знак для рынков. Так, но я обращаю внимание, вот фьючерс на американский индекс показывает разворотную формацию. И причем эта разворотная формация идет на очень хороших больших объемах. Это указывает на то, что в пятницу у нас будет, наверное, хороший позитив по российскому рынку, продолжение. Так, ну и вот индексы ММВБ начали втягиваться в диапазон 2300 и выше, месячный таймфрейм. Но пока вот по дневкам не втянулись до конца, не пробили этот сильный уровень, не закрепились. Но, смотрите, это достаточно высоковероятностная, мощная разворотная модель здесь сформировалась. И она еще идет на растущих объемах. То есть сегодня, если не подведет нефть и Америка и дальше, мы увидим продолжение отскока по российскому рынку с очень высокой степенью вероятности. Ну и вот, если смотреть по часовику, здесь V-образная разворотная формация. Рост подтверждается ростом объемов. И сегодня достаточно высока вероятность того, что мы пробьем 2300 и как минимум вот здесь 2300, 2380. Попытаемся закрепиться. Обращаю внимание, это еще зависит от того, что будет показывать американские индексы и от цен на нефть. Если нефть опять начнет проваливаться, то мы увидим негатив и по нашему рынку. Так, ну и вот график нефти. Здесь видим попытку разворота начала. По дневке здесь получается классический разворот. Свечная разворотная формация на растущих объемах. Вот. И, соответственно, это создает масса позитива для того, чтобы было пробитие и закрепление выше 31. Но смотрите, вот по часовику здесь вот это так называемая разворотная кракозябра, которая подтверждается объемами.
Вот. Но тем не менее я удерживать нефть не стал до 29, хотя вероятность такая прослеживалась. Сейчас слишком быстро рынки падают, и поэтому лучше зафиксировать прибыль, которую запрогнозировал. Вот, соответственно, я там, по-моему, 27,7, но чуть дешевле я вышел, 27, по-моему, 65, когда она начала проседать, потому что времена сейчас очень опасные, и, соответственно, ждать максимального хода это чревато тем, что может просто повыбивать. Вот. И поэтому и вас тоже призываю, либо вы очень оперативно работаете и в течение дня закрываете, не надо там рассчитывать на то, что оно там вырастет до небес. Один раз вырастет до небес и поймаете полный ход, но достаточно одного раза, когда оно провалится хорошенько и вас накроет выше крыши. Поэтому фиксировать прибыль внутри дня, либо небольшой процент бумаг, которые верите, купить и забыть. Подписывайтесь на мой телеграм-канал. Здесь можно всю необходимую информацию практически в режиме онлайн и быть в курсе событий. Все, спасибо за внимание, до свидания.